Здрасте, дорогие жители планеты Земля. Я Джумагалиев Руслан Сабирович, казахстанского города Атырау. В 1995 году Ванга предупредила всех человечества о надвигающих двух катастроф. Это когда совпадает 5 двоек. Это совпадает 22 февраля 2020 года и 22 декабря 1920 года. Мы 22 февраля мы встретили пандемию коронавируса. Мы еле выжили. Теперь я убедился, что Ванга не врала. Ванга говорил правду. Теперь что нас ожидает теперь 22 декабря 2020 года. Теперь начал я перечислять все листы. Вдруг я когда посмотрел индийского мальчика Абига Анан, 12-летний, он сказал: коронавирус по сравнению, который будет в декабре, будет ничто. Возможно, будет падать метеорит на океан, и возможно будет и наводнение Земли. Потом после этого я начал смотреть, почему он так, почему метеорит откуда. И когда я начал смотреть все научные труды, оказалось, что 22 декабря 2020 года планет Солнце, Земля, Юпитер, Сатурн будет находиться в одной линии. Значит, на Солнце будет давление, а на Землю будет давление. С одной стороны Солнце, с другой стороны Юпитер, Сатурн. У Земли возможно измениться даже его форма Земли. Это он может выражаться в виде, он будет мгновенно, не долго, как пандемия коронавируса, он мгновенно может быть. Это возможно сопровождаться землетрясением или цунами. Поэтому все государства, которые они находятся, соседствуют океанами, и не угрожает большую опасность. Особенно опасность угрожает тем государствам, которые находятся в северном полушарии. Во-первых, это зимний период. Во-первых, все люди останутся под водой. Все питьевая вода будет негодности. Во-вторых, холод. В-третьих, будут разрушены дома, отопление. И вот эта электроэнергия, все будут возможно, они будут отсутствовать. Поэтому я предлагаю, и те государства, которые находятся, такие государства, как бывший Советский Союз, Россия, Казахстан, Средняя Азия, Украина, Белоруссия, это континентальные государства. И туда всех людей договориться с правительством, переселить всех людей вдоль железной дороги. Во-первых, короткий срок мы должны строить на прием людей, особенно стариков и детей, а также почти население, которое граничит океанами, и Россия тоже, Сахалин и Дальний Восток. Если мы, конечно, вовремя не сделаем, мы спасем очень много людей. А если, конечно, будем ждать, когда у нас будет беда, они не заставят нам ждать. Я буду очень рад, если я ошибусь в моих прогнозах. Но у нас говорят же, кто предупрежден, тот вооружен. Поэтому мы все, правительство, надо договориться, как спасти человечество. При этом очень много на Земле есть атомной электростанции. Ее надо тоже остановить.
и так далее. И поселок надо строить вдоль железной дороги. Это государства, которые они не граничат океанами. И строить на год. Потому что, во-первых, люди, надо восстановить это государство, которое уже разрушено, если они разрушены. Надо восстановить, для этого надо не только запас еды, надо производство этих, животноводческий центр, теплицу надо строить, чтобы люди могли сажать и себе кормить. Потому что где они будут переселяться, там будет ничего абсолютно. Я очень благодарен вам за то, что вы не слушали. Но я хочу, чтобы мы все объединились для спасения человечества. Как мы начинаем спасать себя, Бог будет за нами. Спасибо за внимание.